Ну вот, почти прошел год, и я выкладываю очередной обзор не по Deep Rock Galactic. А все потому, что весной 21 года ко мне обратился человек и попросил сделать обзор на его игру. Честно говоря, я был немного скептически настроен, так как я только недавно сделал отдельную почту для канала и ожидал, что это какой-то скамбот. Но нет, то, во что я поиграл, оставило на мне яркие впечатления. Tunguska The Visitation – это топ-даун survival шутер, созданный одним человеком на протяжении 5 лет. Игра берет сильное вдохновение от серии Stalker, и это видно по многим элементам мира. Выбросы – это приход, бандиты – это вот эти молодцы. Даже есть деревня новичков со своим волком и Сидоровичем. А артефакты тут заменяют сыворотки, о которых я поговорю потом. Мне обычно не хочется сравнивать игры с другими проектами, но в данном случае это просто неизбежно. Итак, о завязке игры. В данной игре вам предстоит пробраться в Тунгуску, опасную зону отчуждения, полная монстров и странных аномалий, и собрать как можно больше информации о ней, чтобы потом отправить ее вашему редактору журнала в Нью-Йорке. С этой завязкой я посчитал, что игра выбросит меня в открытый мир, и я буду волен ее исследовать так, как мне захочется. Но потом я вспомнил, что игра была создана одним человеком, и сразу понял, что о грандиозности можно забыть. Хотя это не помешало мне в какой-то степени насладиться игровым процессом. На удивление, атмосфера в игре присутствует, и она, как мне показалось, похожа на ту, что есть в Stalker. Я не могу объяснить, что именно меня в ней зацепило. Но неизвестность, любопытство и изучение мира отбросило меня в воспоминания 12-летней давности, когда я впервые осваивал просторы Чернобыля. Но хватит сентиментальности, давайте ближе к делу. Survival аспект игры подразумевает, что вам придется следить за своим состоянием. В него входят радиация, заражение, кровотечение, сон. Сон – это единственный способ сохраниться. И сытость. Совсем все ясно, кроме заражения. Тут я навел справку у разработчика, так как не пробовал полностью заразиться. Его вы получаете при получении урона от местной фауны или же при приеме сывороток. А эффект заражения – это искажение экрана и скорая смерть при почти полной шкале. Сыворотки – это же главная причина возникновения всей движухи в игре. При их помощи можно улучшить свои характеристики, вывести радиацию, спастись от прихода и так далее. А за границей Тунгуски данные сыворотки стоят целое состояние. Для их создания требуется знание рецептов, которые можно либо купить, либо найти. Сыворотки делятся на 3 категории. Из каждой категории необходимо больше ингредиентов. Также следует учесть, что во время создания сыворотки нельзя сразу класть как можно больше ингредиентов, чтобы сразу сделать несколько за раз, так как игра требует четко следовать рецептуре. Больше про крафт сказать и нечего. Создание сывороток – это основное, что вы будете крафтить. А вот про что стоит говорить, так это про основное занятие в игре – бои. На удивление, в игре есть 2 варианта прохождения большинства локаций – бой и стелс. Но стелс настолько кривой, что я удивлен своей успешной попыткой пройти сквозь блокпост бандитов. Хотя на самом деле можно спокойно пробежать прямо мимо них. Также для скрытого прохождения можно приобрести кнут, которым можно душить противников. Но у меня это особо не выходило, и я просто выбросил его. Со стрельбой вышло более-менее хорошо. Необходимо стоять на месте, чтобы точно стрелять, а любое движение создает огромный разброс.
Так что держите дистанцию между собой и противником, даже с дробовиком в руках, так как вблизи ничего дельного сделать не получится. Если вы все же хотите драться на коротких дистанциях, вам подойдет оружие ближнего боя. Но я не рекомендую использовать его против врагов с оружием. Если бой с бандитами можно завершить, не выстрелив ни одного патрона, то с остальными придется бороться. Вашими лучшими друзьями станут граната и укрытие. При броске гранат противник перестает вас атаковать и начинает бежать, давая вам шанс безнаказанно в него выстрелить. А укрытия, разумеется, помогут не получить лишней пули. Стоит также учесть, что много патронов взять не выйдет, так как у всего есть вес, и вам придется делать выбор между своей боеспособностью и возможностью забрать как можно больше лута для продажи. Но к концу игры я советую все-таки брать как можно больше патрон, так как финальные локации будут более экшен-ориентированные. Говоря о локациях, хочется отметить много их сходства со сталкерскими локациями. У нас есть деревня новичков, депо, ферма и, разумеется, как же без лучшей локации серии Сталкер, болото. Болото — это просто что-то с чем-то. В Тунгуске это одновременно самая интересная с точки изучения локация и самая ужасная в плане боя. Впервые попав на локацию, вы, возможно, не будете иметь карты местности, так что придется приходить сквозь радиоактивные воды, аномалии и засады монстров вслепую, пытаясь найти поселение местных жителей. Также данная локация предоставляет одну из самых худших мест для проведения боя с солдатами, так как местность открытая и укрытий мало. А если они есть, то есть шанс, что пока вы стреляете по военным, сзади могут подкрасться мутанты. Говоря о неприятных моментах, хочу отметить один момент игры, который чуть ли не заставил меня прекратить пытаться пройти ее. Санаторий. Помните о том, как я нехорошо высказался о стелсе? Ну так вот, тут он обязателен, и при его незнании можно встать в тупик. Если вам не хочется спойлеров, то пропустите его до этого момента. В чем дело? Вы попадаете в плен к чеченцам и должны скрытно выбраться с местности. Я пытался пробежать мимо охраны, но они всегда успевали убить меня. А если я хотел скрытно пройти, то практически любые мои попытки были остановлены вот этим охранником, который, видимо, даже не знал, что я тут как бы в плене. Если же у меня получалось пробраться в соседнюю комнату, то использование мин не всегда спасало, так как не всегда хватает одной мины, чтобы избавиться от противника. После многочисленных попыток прорваться с боем и стелсом, я отчаялся и решил написать разработчику о данной проблеме, так как я не смог найти даже мелкого обсуждения этого эпизода в сообществе Steam. И тут я получил инструкцию о том, как необходимо пройти данный момент. Слушайте. Перед тем, как попасться в плен, дождитесь вечера. После того, как вы очнетесь, будет ночь, а значит у противника порезана бдительность. Выбейте дверь и закройте ее. Идите в угол и ждите, пока охранник постоит в дверном проеме. Дождитесь, пока охранник уйдет на первый этаж, и идите в прачечную, где можно вырубить свет в здании. После этого идите в комнату со шкафчиками и забирайте вещи из них. Идите на лестничный пролет и убедитесь, что в здании остался один охранник, который ходит сквозь него туда и обратно. Ждите момента, пока он не выйдет из здания, и крадитесь в соседние комнаты, где можете забрать свои вещи. С этого момента лучшим вариантом будет выход из парадных дверей и побег. Учтите, что охранники вас плохо видят, но они не совсем слепые. Как только вы спуститесь по ступенькам вниз, считайте, что вы успешно завершили данный эпизод. Это, на мой счет, самая слабая часть игры, и я надеюсь, что в будущем разработчик не станет обязывать игрока идти по четкому плану, о котором никому не известно. С этими словами хочу перейти к выводу и высказать свое мнение о данной игре. Tunguska The Visitation, к моему удивлению, смогла затянуть меня на достаточное количество времени, чтобы пройти ее. Игра имеет огрехи, но ничего серьезного, кроме момента с санаторием, у меня не было. Также я не заметил никаких вылетов из игры, что радует, ведь в последнее время даже AAA игры иногда имеют такие проблемы в первые месяцы выхода. Тунгуска может и не является игрой для всех, но для меня, как человека, любящего серию Stalker, эта игра зашла просто отлично. Если вы любите Stalker и хотите немного скоротать время перед выходом долгожданного сиквела, сейчас самое время, ведь в скором времени Тунгуска обзаведется DLC, которая привнесет новые механики в игру, типа строительства базы. А совсем недавно в игру был добавлен русский перевод.
А на этой ноте я желаю вам хороших игр и до скорых встреч.